Ну вот мы и дождались. Конец зимы, а это значит начало нового садово-огородного сезона. Давайте быстренько, буквально тезисно вспомним о том, что нужно сделать именно сейчас. В некоторых регионах это уже можно делать, это пора делать, в некоторых, может быть, немножко раньше. Ну, по крайней мере, я вам расскажу, и вы уже будете к этому готовы. Давайте вспомним о проблемах сначала, которые вот сейчас, в конце зимы, в начале весны могут случиться. Первое, конечно, это образование морозобоин. Вот именно сейчас солнце уже светит достаточно ярко, и у многих наших деревьев, плодовых, я имею в виду декоративных, кора темного цвета. И вот это солнце, позднезимнее, ранневесеннее, очень хорошо эту кору нагревает. А ночью снова возвращается мороз, причем может быть довольно сильным. И вот эти колебания температуры приводят к тому, что кора расширяется, сужается, расширяется, сужается и лопается в конце концов. И образуются очень глубокие раны, которые в принципе очень сложно заживают, ну и уж точно не приносят пользы нашим деревьям. Мы не можем изменить температуру ночную, морозы, никак не можем на них повлиять, но мы можем уменьшить нагрев штамбов или скелетных ветвей толстых. Каким образом? Сделав так, чтобы солнце их сильно не нагревало. Для этого их белят, красят белыми садовыми красками или используют, обматывая садовые бинты. Белый цвет, как вы знаете, отталкивает солнечные лучи, и кора деревьев меньше нагревается. Вот эти контрасты температур как бы мы сглаживаем, и морозобоины не происходят. Так вот, вот все эти побелки, покраски, обмотки нужны именно сейчас. Те, кто думает, что вот с осени они побелили, проверьте обязательно, сохранилась ли эта побелка. Очень часто некачественная побелка смывается дождями, снегом, осадками в общем. И к весне, вот к этому моменту, уже от нее ничего не остается. Обязательно проверьте, как держится эта белая краска, как держатся эти самые бинты. Второй важный момент, примерно такой же, похожий, связан с нашими хвойными вечно зелеными растениями. Солнце, повторюсь, уже хорошенько пригревает, но если почва у вас замерзшая, вот эти хвойные, вечно зеленые, у них корневая система не работает фактически. А это значит, что влагой листья или хвоя не снабжаются. А солнце уже припекает и, соответственно, высушивает их, выжаривает. Причем вы это заметите не сразу, вы это заметите где-то в мае только уже. Обнаружите, что южная сторона ваших растений пожелтела, побурела, стала коричневой и попросту засохла. Вот чтобы этого не происходило, обязательно вот в этот период, конец зимы, начало весны, притеняйте с южной стороны свои вечно зеленые хвойные растения. Каким образом? Ну, конечно, если маленькие, можно поставить какую-то действительно тень, создать, поставить какой-то экран импровизированный. Главное, чтобы вот полдень, когда солнце самое яркое, чтобы оно не светило на наше растение. Ну, а если растение уже довольно большое, можно просто на южную сторону накидывать что-то притеняющее, не заматывать полностью. Нам ни в коем случае не нужно, чтобы под вот таким вот укрытием растение уже просыпалось, слишком рано еще, потому что еще морозы будут. Нам нужно просто с южной стороны прикрыть. Набросьте на него тот же самый спанбонд, мешковину можно. Самый лучший вариант — это притеняющая сетка, которую мы используем, ну, зеленая такая плетеная, знаете, которую мы используем для того, чтобы создать тень. Кто-то на огороде создает, кто-то в зоне отдыха создает. Я даже в свое время забор такой импровизированный сделал, натягивал, чтобы отгородиться от посторонних глаз. Следующий очень важный момент – это опрыскивание. Вот сейчас, в конце зимы, в начале весны, когда наши деревья, кустарники еще в спящем состоянии находятся, обязательно на это обращайте внимание, чтобы почки еще были закрыты, чтобы дерево ни в коем случае не проснулось. Так вот, сейчас можно обработать крепкими растворами, сделать так называемое искореняющее опрыскивание, ранневесеннее. В принципе, это то же самое, что позднее осеннее искореняющее опрыскивание, которое проводится крепкими растворами по спящим растениям, выжигая буквально все источники заболеваний или там зимующие стадии вредителей каких-то. Но обязательно учитывайте, что растение должно спать. Обязательно тщательно смотрите. Разные растения в разное время просыпаются. Какие-то могут уже проснуться. Скажем, смородина, наверняка уже почки набухли. А плодовые деревья наверняка еще спят. И самое главное, обработку такую проводите только при положительной температуре, дневной. Ночью может быть морозец, это не страшно. Потому что вот эти все крепкие препараты,
медный купорос, железный купорос, бордоская жидкость, карбамид, они все контактного действия. То есть вот вы нанесли, попали на объект, он погиб. Все, вы опрыскали днем, к вечеру, к моменту опускания температуры уже до морозного, этот раствор высохнет и никакого вреда вашим растениям не принесет, но свою работу он сделает. Поэтому обязательно при положительной дневной температуре это делайте. Повторюсь, ночью может быть мороз, это не страшно. Кто-то уже пытается выносить на улицу, особенно погожий такой теплый денек, выносить какие-то свои растения, которые зимовали в подвале. Но будьте с этим осторожны, обязательно следите за прогнозом погоды, потому что, в принципе, ночью еще могут быть морозы и достаточно сильные, чтобы вы всю зиму хранили в подвале, берегли, а потом в последний момент что-то проворонили, и растение ваше погибнет или пострадает. Ну, а что касается вечно зеленых, которые тоже в подвале хранятся, ни в коем случае сразу их не ставьте на солнце. Вот этот резкий переход от полной темноты к солнцу может для них быть губительным. Ну, по крайней мере, они могут очень сильно пострадать. Поступайте примерно так же, как с огородной рассадой поступайте. Постепенно выносите, плавно выносите. Теперь, что касается обрезки. Вот как раз конец февраля – отличное время для того, чтобы делать обрезку. Я сторонник именно весенней обрезки. Почему? Вот эта ранка, которая остается после обрезки, на мой взгляд, должна оставаться не закрытой как можно меньшее количество времени. Если мы обрежем осенью, фактически всю зиму она открытой остается. Весной же, обрезав, она зарастает достаточно быстро. И вот тут вопрос, который задают многие. Что надо сделать сначала? Провести искореняющее опрыскивание или обрезку? Ну, давайте подумаем логически. Зачем мы будем обрабатывать все дерево, часть из которого мы потом обрежем? Конечно, гораздо лучше сначала обрезать, а потом оставшиеся уже обработать. Тем более, что опять же у нас остаются вот эти ранки после срезки, которые нам нужно продезинфицировать. Не какими-то варами замазывать, я против варов. От них только вред. А именно продезинфицировать. И вот таким опрыскиванием после обрезки мы как раз и продезинфицируем все вот эти мелкие ранки, которые мы оставили. И крупные в том числе, кстати сказать. Помните 3 главных правила обрезки. Я об этом снимал видео. Вообще обо всем том, что я сегодня рассказываю, есть подробное видео. Ссылки я оставлю в описании и в первом комментарии. Так вот, 3, на мой взгляд, самых главных правила обрезки. Правило первое. Обязательно изучите, как выглядят цветочные почки на вашем плодовом дереве. У каждой породы дерева они выглядят по-разному. Об этом тоже у меня есть видео, как различать цветочные почки. Для чего это делать? Чтобы вы своими руками не срезали свой будущий урожай. Срезали эти почки цветочные, соответственно, урожая у вас не будет. Второе важное правило. Обязательно прореживайте крону, не допускайте ее загущения. Почему? С загущенной кроне, во-первых, создаются отличные условия для развития болезней каких-то и вредителей, но и самое главное, туда не попадает свет. А если не попадает свет, значит не закладываются опять же те же самые цветочные почки. То есть весь урожай у вас будет смещаться на периферию кроны, на ее края, а середина будет пустой. Это не нужно. И третье важное правило. Удерживайте растение, дерево свое плодовое, на той высоте, на которой с ним удобно работать. То ли обрезать опять же, то ли опрыскивать, то ли собирать урожай. Если дерево вымахало на 5 метров, вам нужно использовать будет какие-то стремянки, столы, табуретки какие-то. Это очень неудобно. Гораздо удобнее, если дерево можно обрабатывать на расстоянии вытянутой руки, там 2 с небольшим метра. Это действительно облегчает многие работы. И самое главное, вы не ленитесь такую работу делать. Потому что когда нужно ставить какие-то приспособления, чтобы залезть туда наверх, как правило, говорите, это ладно, потом и в результате вы этого не делаете. Вот, на мой взгляд, это 3 важных правила обрезки. Февраль для меня это еще и отличное время для того, чтобы делать прививки. Ну, обычно в феврале я пользуюсь методом улучшенной копулировки. Я снимал об этом видео, где крупно и подробно показываю, как я это делаю. Там, в принципе, и без слов все понятно. Поэтому переходите по ссылке и смотрите. Следующий важный момент удобрения. Нужно ли удобрять растения вот сейчас, в конце зимы, в начале весны, и как это правильно делать? Имейте в виду, что удобрения, я имею в виду сейчас химические удобрения, не органику, а именно химическую, по большому счету бывают 2 типов. Бывают гранулированные и бывают водорастворимые. Так вот сейчас, в конце зимы, в начале весны, когда начинает таять снег, когда размерзается почва, когда земля насыщена влагой,
нужно использовать именно гранулированные удобрения. Почему? Гранулированные удобрения, они долгоиграющие. Им нужно время для того, чтобы раствориться и начать работать. Поэтому вы их вносите вот сейчас, когда снег тает, когда земля размерзается. Постепенно они там будут растворяться, и когда растение уже начнет просыпаться, и у него будет необходимость в этих веществах, они как раз в это время в почве и будут. Быстрорастворимые они действуют сразу фактически, и их нужно использовать, когда растение уже проснулось, когда оно уже начало вегетацию. И если вы их внесете сейчас, в конце зимы, в начале весны, фактически это деньги на ветер. Они впитаются в почву, и пока растение проснется через какое-то время, их уже вымоет осадками оттуда. Поэтому сейчас только гранулированные, если вы используете химические удобрения. Потребность наших растений в удобрениях вообще, по большому счету, весной большая. Им нужно как можно быстрее восстановить зеленую массу. Соответственно, в этот период самое лучшее для них удобрение – это азот, как раз который и способствует быстрому наращиванию, восстановлению вот этой самой зеленой массы, питанию растения. Следующий вопрос важный – обрезка декоративных кустарников. Тоже я об этом снимал и подробно рассказывал. Разберитесь, на чем цветет ваш конкретный декоративный кустарник. Вот, скажем, форзиция. Форзиция цветет очень рано. Как вы думаете, на чем она цветет? Естественно, на тех побегах, которые выросли в прошлом году. Поэтому, если, не дай бог, вы сейчас начнете ее обрезать, фактически своими руками вы срежете все то, чем она бы вас порадовала. Весь цвет срежете. Но есть же кустарники, которые цветут на побегах, которые должны еще только вырасти, на побегах этого года. Скажем, будлеи или розы, чайно-гибридные. Вот их сейчас как раз обрезать самое время, что я, собственно говоря, уже и сделал. Теперь, что касается декоративных трав. Я сторонник того, чтобы обрезать их вот сейчас, в конце зимы, в начале весны. Обрезать их накануне зимы – это фактически своими руками лишать себя всей красоты. Декоративные травы даже зимой украшают наш участок. Поэтому я жду вот конца зимы, начала весны. Тут во многом зависит от конкретного вида травы. Некоторые очень быстро теряют декоративность, их разметывают, они какие-то такие несимпатичные становятся. Но некоторые всю зиму до самой весны выглядят очень декоративно. И вот такие травы я обрезаю вот как раз в этот период. Но тут главное не пропустить. Многие из них начинают отрастать довольно рано, особенно в теплых регионах. И если она начала уже расти, вы срезаете фактически вот эти вот точки роста. Ничего страшного, она не погибнет, конечно, но опять же своими руками вы замедляете ее рост. Вы срезаете то, что уже начинает отрастать, и приходится отращивать это все заново. Поэтому посмотрите, если там еще нет зеленых вот этих новых росточков, берите садовые ножницы, секатор какой-то, чем вам удобнее делать это, и срезайте полностью верхнюю часть. У меня тоже об этом видео есть, я показываю, как это делать правильно. Теперь, что касается растений, которые у нас зимуют в укрытии. У меня это инжир, вы знаете, традиционно зимуют, и другие растения. Вот сейчас уже, в принципе, с наступлением теплых деньков первых можно открывать их чуть-чуть продухи делать, так называемые, чтобы туда, внутрь укрытия, заходил холодный воздух. Для чего это делать? Во-первых, проветрить всегда полезно. Во-вторых, желательно внутри опустить температуру. Потому что в укрытии температура будет выше. А по мере того, как она будет нагреваться весенним, вот этим позднезимним солнышком, температура там будет подниматься. Но еще слишком рано. Рановато. Пусть еще немножко поспят, пусть немножко в состоянии покоя находятся. Продухи оставляйте, чтобы вот воздух туда холодный попадал. Но опять же следите за прогнозом погоды. Потому что морозы еще могут быть, и могут быть еще достаточно сильными. Естественно, в случае, если по прогнозу обещается мороз, вот эти продухи обязательно закройте. Укрывайте не сильно уже, не надо уже такого основательного укрытия делать. Просто, скажем, агроволокно просто прикройте, чем-то придавите, чтобы ветер не разметал. И таким образом опять ждите наступления погожих деньков. И в заключение вопрос, который наверняка будет актуален для многих в этом году. Как получить свою качественную рассаду? Не рановато ли, спросите? Посчитайте сами. У нас в Украине рассаду в открытый грунт высаживают приблизительно в начале мая, когда заканчиваются возвратные заморозки. Но
рассада большинства культур, которые мы выращиваем, до момента высадки в открытый грунт у нас на подоконниках где-то должна провести 60 дней. Каждая культура по-разному, но в среднем примерно 60 дней. Вот и получается, в конце февраля уже наступает время посева семян многих культур на рассаду. Что нужно знать для того, чтобы получилась качественная рассада? Во-первых, естественно, использовать качественные семена. Во-вторых, использовать качественные почвосмеси. В-третьих, подобрать оптимальные по размеру контейнеры, емкости, куда вы будете сеять эти семена. И, наконец, последнее, наверное, самое важное. Соблюдать четкий баланс между освещением, температурой, поливами и подкормками. Вот эти все 4 компонента должны быть четко сбалансированы. Если хотя бы один из них выбьется за пределы баланса нормального, рассада у вас не получится качественная. Обо всем этом я снимал видео. Подробно рассказывал, что такое качественное, что такое оптимальное, что такое баланс. Переходите, смотрите. Напомню, ссылки оставлю в описании к этому видео полезные и в первом прикрепленном комментарии. В заключение хотел поблагодарить своих зрителей, которые ждали мои новые видео в этом начинающемся сезоне. Дождались. Спасибо вам и всего доброго.